Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить выпечной ванильный чизкейк с шоколадным ПП-ганашом. Это нежная сырная текстура в обрамлении активно-шоколадного ганаша и мягкой песочной основы. Смотрите видео до конца, и я расскажу вам все тонкости приготовления выпечного чизкейка. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Первым делом нужно измельчить печенье. Печенье у меня приготовлено по рецепту, который уже есть на моем канале. Я оставлю вам на него ссылку в описании. Нам нужно 200 грамм. Измельчаем его в крошку. Могут остаться кусочки печенья. Это очень даже вкусно, когда оно хрустит внутри основы. Но при этом визуально бортики чизкейка будут не такие ровные. Если вы хотите добиться их идеальной гладкости, измельчите печенье в мелкую крошку. И теперь будем добавлять жидкие ингредиенты. 20 грамм кокосового масла и 100 грамм молока. Добавляем примерно половину молока. Перемешиваем и смотрим на консистенцию. Скорее всего, жидкости будет недостаточно, и нам понадобится еще молоко. Молока может уйти больше или меньше, в зависимости от степени сухости и измельченности вашего печенья. Ориентируйтесь на консистенцию. Вообще здесь можно добавлять любые жидкие ингредиенты, например, натуральный сироп. Основа с маслом и сиропом более калорийная, но и более вкусная, немного хрустит. А основа только на молоке будет менее калорийная и более мягкая. Нам нужно добиться того, чтобы масса хорошо слипалась при утрамбовывании. Примерно вот так. До такой консистенции у меня ушло 100 грамм молока. Собирать чизкейк будем в кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Прижимаем края к стенкам формы. И хорошо прожимаем край фольги. Для надежности добавляем второй слой, так как чизкейк будет выпекаться в воде. И смажьте стенки формы маслом. У меня этот момент не сохранился на видео. Укладываем крошку из печенья в форму. Я буду делать и дно, и бортики. Можно сделать только дно. Этот вариант займет меньше времени. Для этого нужно взять в 2 раза меньше ингредиентов для основы. Сначала удобно разместить крошку на бортике. Тщательно прижимаем ее к стенкам формы. Бортики довольно высокие. Указанное количество ингредиентов рассчитано на высоту 7 см. Проще всего замерить, сколько сантиметров у вас осталось сверху формы свободных. То есть, например, если у меня высота самой формы 10 см, а чизкейк должен быть 7, то я слежу, чтобы сверху оставалось 3 свободных сантиметра. А потом утрамбовываем и максимально разравниваем дно. Итак, основа готова. Можно приступать к творожному слою. Соединяем в блендере все ингредиенты для сырного слоя, кроме сиропа и яиц. 200 грамм рикотты, 300 грамм мягкого творога, 35 грамм кукурузного крахмала, 10 грамм подсластителя, пол чайной ложки соли и 1 полную чайную ложку экстракта ванили. Тщательно измельчаем все ингредиенты до однородной консистенции. Вот такая консистенция получается. Чем однороднее, тем лучше. Теперь можно добавить 35 грамм натурального сиропа и 2 яйца. Доводим до однородности. Здесь уже долго измельчать не стоит. Вот такая масса получается. Она не слишком жидкая, но и не густая. Перекладываем ее в форму. Форма в фольге уже должна стоять на противне. И аккуратно разравниваем. Заливаем в противень горячую воду. Примерно 500-700 мл будет достаточно. Выпекаем при температуре 130 градусов Цельсия примерно час-час 20. За чизкейком нужно начать поглядывать уже через 50 минут. Наша задача остановить выпечку в тот момент, когда края чизкейка схватятся, а серединка будет еще немного колыхаться, вот так.
В этот момент приоткрываем дверцу духовки и оставляем чизкейк постепенно остывать. Серединка как раз затвердеет за это время. Если вы внимательно отнесетесь к этому моменту, то точно не пересушите чизкейк и он не превратится в запеканку. Когда чизкейк остыл, я ставлю его на полотенце, просто чтобы высушить фольгу на дне. И аккуратно переставляем его на подложку или доску. Укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полного охлаждения, минимум на 4 часа. А пока приготовим ПП-ганаш на горьком шоколаде и молоке. Это очень просто. 70 грамм горячего молока и 50 грамм горького шоколада без сахара. Тщательно размешиваем ингредиенты до полной однородности. Это количество молока рассчитано для шоколада с 72% содержанием какао-продуктов. Попробуйте ганаш на вкус. Если вы любите послаще, то добавьте 3-5 грамм подсластителя. В описании под видео я оставлю для вас еще один вариант приготовления подобного шоколадного крема из других ингредиентов. Вот такая консистенция получается у ганаша в теплом виде. Остужаем его до комнатной температуры перед нанесением на торт. Все, наш чизкейк полностью остудился, снимаем фольгу. И переставляем его на подложку. Аккуратно проходимся ножом по бортику и снимаем кольцо. Сверху выливаем слой шоколадного ганаша. И в серединку кладем что-нибудь яркое. Это может быть ягодка, листик мяты, а у меня сегодня будет просто немного сублимированной малины. И отправляем в холодильник еще примерно на 1 час. Ганаш уже застыл и торт полностью готов. Ну что, давайте его разрежем. Очень простой разрез у него. Друзья, вы мне часто пишете в комментариях, какие у меня золотые руки. Спасибо вам за эти слова, но сегодня я поторопилась, и линия основы далека от идеала. Будем считать, что так и должно быть. И да, чтобы идеально выровнять основу для чизкейка, будьте готовы потратить минут 20-30. Ну а по вкусу это нежная сырная текстура в обрамлении активно-шоколадного ганаша и мягкой песочной основы. Очень вкусно! Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!